Дети, выросшие в семьях, где хотя бы один из родителей был болен алкоголизмом, находятся в группе риска в дальнейшем приобрести зависимое поведение. Но главный вопрос – что делать? Как уберечь детей от зависимости? Постарайтесь не оскорблять алкозависимого супруга в присутствии ребенка. Я понимаю, что в силу душевной боли, которую нам причиняют близкие, страдающие алкоголизмом, нам очень сложно поддерживать с ними хорошие взаимоотношения и сдерживать оскорбления. Но это необходимо, чтобы уберечь ребенка от зависимости. Не используйте ребенка как помощника при попытках контролировать употребление алкоголя супругу. Узнавайте больше об алкогольной зависимости. Врага надо знать в лицо. Вот. Открыто говорите с ребенком, обсуждая алкоголизм и другие зависимости. Позволяйте ему открыто выражать свои чувства. Категоричный запрет на алкоголь может лишь пробудить еще больше интерес. Ребенок все равно найдет способ попробовать напиток, но произойдет это вне дома. По этой причине лучше открыто рассказывать подростку обо всех негативных последствиях и не скрывать от него эту информацию. Не устраивайте тотальный контроль над ребенком. Это все равно не сработает. Недостаток доверия может привести к тому, чего вы боитесь. Ребенок начнет выпивать. Постарайтесь, чтобы у ребенка были увлекательные занятия. Спорт, кружки, хобби. Проводите с ребенком больше времени в семьях друзей, где есть нормальные взаимоотношения. Пусть он видит альтернативу. Постарайтесь, насколько возможно, чтобы жизнь ребенка не подстраивалась под поведение алкоголика. Алкоголь должен выключать человека из активной семейной жизни, а не прогибать жизнь всей семьи под алкозависимым. Это не исчерпывающий список рекомендаций. И на первый взгляд вам может показаться, что ничего сложного в них нет. Но это только на первый взгляд. Близкие люди, живущие с алкозависимым, эмоционально вовлечены в его болезнь. Это психологическое состояние родственников алкозависимого обозначают термином «созависимость». А родственники, проживающие с больными, все созависимые. Здесь 100%, ну, взрослые. Те, которые живут отдельно, те еще могут быть не очень. Родственники зависимы от поведения и эмоционального состояния пьющего члена семьи. Они не живут своей жизнью, не умеют выражать свои чувства, отрицают наличие проблемы в семье, осуществляют контроль над всем и вся и так далее. Они сами не чувствуют себя комфортно, и детям не позволяют гармонично развиваться. В самолете есть правило: кислородную маску сначала надень на себя, потом на ребенка. Это логично. Не будете дышать вы, не поможете и ребенку. Поэтому нам, взрослым, необходимо избавляться от созависимости, так как выздоровление способствует более здоровым взаимоотношениям в семье и служит профилактикой возникновения зависимости у детей. Даже частичное избавление от созависимости оказывает колоссальное благотворное влияние на семью, на детей, на взаимоотношения с окружающими. Друзья, семья – это система, и все части этой системы находятся в тесном взаимодействии, поэтому улучшение или ухудшение состояния одного из членов семьи неизбежно отражается на благополучии и самочувствии другого. Поэтому не стоит ждать, когда зависимый захочет лечиться. Жизнь семьи может существенно улучшиться, если хотя бы один член семьи начнет выздоравливать от созависимости. А одним из симптомов, характерных признаков созависимости, является контролирующее поведение, о чем мы поговорим в следующем видео.